говорить будем про будущее ивент-индустрии. Давай самое главное просто выясним, стоит ли вообще на мероприятия ходить. Ну, то есть ты просто идешь в бездну в надежде, что ты такой молодец, ты сможешь. Это тренды. Ну, про тренды же. Я думал, что мы как раз этот хайп, уж может быть мы его и словим, но мы его как бы не словили. Человек — это обезьяна. Спасибо. Вот это было прямо... То есть ты идешь... Его бизнес работает полностью без него. Обзвон идет сбор лидов, все делается без него, и он просто лиды собирает и деньги, все. Твою мать. Закрываем. Все, да, все, лендинги, все, рубим. Всем привет, это Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции, крипту и стартапы и все около этого. Давно нас не было. Привет, Ром. Да, всем привет. Привет, Сереж. Вернулись после затяжного отдыха. 4 месяца не выходило никаких выпусков у нас. Справедливости ради, каждый день выходили шортсы из предыдущих выпусков. Контент идет. И один шортс, кстати, вот этот залетел на 4 миллиона просмотров. Это наша победа. Спасибо, что посмотрели. И спасибо за ваши хейтерские комментарии. Это было очень прикольно. Что ж, мы возвращаемся. У нас сейчас будет прям плотная работа. Мы будем записывать много эпизодов. И потом в течение каких-то месяцев вы их все увидите. Короче, у нас насыщенно, у нас все расписано, и мы приступаем. Ну что, представляй гостя. Да, сегодня у нас Артур Бридж, в бытие в миру Анисимов, человек, с которым... Как бы по батюшке. Как по батюшке, да, в бытие. Слушай, на самом деле у нас очень интересная история знакомства. Мы познакомились в такой нашумевшей соцсети. Если кто-то вообще ее помнит, это Clubhouse. Она просуществовала месяц. Сколько, я даже не помню, сколько она просуществовала. Но там... Ради нашего знакомства просто. Да, слушай, я там со многими людьми познакомился. Тоже с Владимиром Смеркисом познакомился, который стал нашим гостем постоянным, можно сказать. Короче, спасибо Clubhouse за это. Артур, привет. Давай мы... Во-первых, я расскажу, о чем мы сегодня будем говорить. Мы сегодня говорить будем про будущее ивент-индустрии, потому что ивенты, они вообще во всех сферах, в том числе и в венчуре, в том числе и в крипте, мероприятия нужны для того, чтобы, там, не знаю, находить инвесторов, находить партнерство, получать, наверное, информацию. Сегодня мы будем Давай самое главное просто выясним, стоит ли вообще на мероприятия ходить в 23-24 году, да, и в роли кого. Слушай, потому что, вот сейчас тоже скажу, у меня есть типа гипотеза, что, возможно, конференции все дадут мне, как спикеру, большую конверсию в каких-то там в клиентов или еще во что-то. Но это не факт. Я тебе задам вопрос. Возможно, давай, конечно. Возможно, с радостью отвечу. Возможно, задам тебе его чуть позже. Поэтому расскажи, давай, расскажи немножко, прям коротко о себе, а потом мы перейдем к теме и будем разговаривать. Так, всем привет. Зовут меня Артур Бридж еще раз. О себе коротко. У меня бэкграунд режиссерский, музыкальный. Есть бэкграунд трейдера. Недолго, но успешно в венчурном рынке я делаю социальную сеть. Венчурный рынок понимаю все боли стартапов, понимаю, как на них смотрят инвесторы и что нужно делать, чтобы быстрее достучаться до них. После чего у меня последние почти 1,5 года это плотно форумы, почти что без выходных, участие в 5 форумах. Соответственно, тут пока что наш путь, вот он здесь. Скоро будет непосредственно наш форум, на котором ты будешь выступать. Мы проверим, будет ли конверсия в лиды. Слушай, лучше. Вы вообще жопошники, 15 минут, что это такое? 15 минут на выступление. Я за 30 не укладываюсь, а вы 15 даете. Слушай, да смысл весь в том, что тебе не нужно много времени. Это как elevator pitch, да. По сути дела, если ты умеешь коротко доносить и ясно свои мысли, то ты очень быстро как раз-таки конверсишь. Чем будет дольше твое выступление и менее эффектным и ярким, тем меньше ты запомнишься, соответственно, тем меньше людей захочет с тобой сотрудничать. Слушай, ты, в принципе, ТЗ. Ну, я бы здесь подискутировал, раз мы уж к этой теме перешли. 100%. Смотри, когда делают какие-нибудь вебинары, наши друзья, инфодеятели, они вебинары по 4-5 часов делают. Почему они делают? Чтобы допрогревать? Почему столько времени им надо? Слушай, тут есть, знаешь, разные воронки. То есть, если ты смотришь инфобиз, он весь из воронок состоит. Да? Притом, на самом деле, из примитивных абсолютно. И рассчитан он в основном на онлайн. Да? То есть, мы говорим об онлайне, а тут мы говорим об офлайне. То есть, люди тебе здесь могут напрямую задавать вопросы. Тут не будет таких штук, как, знаешь, как в онлайн-школах. Типа, чувак дает вебинар, он уже записанный, или даже он не записанный, но он идет в лайве, Автовеб. сидит,
5 человек, которые комментируют, да, определенным образом. Вау, круто, я уже покупаю. Блин, я такого никогда не слышал. Ну, то есть пишут комментарии, их подхватывают. Ну, то есть это все, ну, я просто делал один раз онлайн-школу, был мне такой грешок, помогал одному человеку, просто было интересно. И понял, как это все работает. Ну, это вообще разные вещи. Почему ты сажаешь на мероприятие своих 10 подставных? Ну, тоже, да, ты тоже можешь, да, это отлично может даже сработать. Да-да-да. Покупаю, куда оплатить, да? Я Серег приду. Да, я заходил в эту сделку вообще, космос X5. Не, к тому, что действительно ли 15 минут... Ну, я понимаю, у вас много гостей. TEDx, посмотри TEDx выступления, в принципе, там все выступления Да, согласен, там шикарно. лучшие, шикарные выступления, я могу сказать, от 7 где-то до 15-20 минут. Все, дольше, ну, уже... Ладно, видимо, предстоит. Я просто делал небольшая презентация, мне придется ее укорачивать под 15 минут. Ну, Много тебе нужно, да, вычленить суть. Это как стартап, когда ты делаешь презентацию. Вот я когда для Делосити делал, у меня была сначала презентация 82 страницы. Я изучил там все рынки, всю аналитику. Все рынки, это даже не свои, все рынки. Да, все это засунул. Нет, просто в Делосити у меня был упор на разные, как сказать, опции, да, как бы внутри нее. И это разные рынки. Есть рынок, опять же, ивент-индустрии, где человек будет видеть рядом все события, да, и это вообще один рынок. Есть рынок, там, допустим, стартапов и венчура, соответственно, нужен мэтчинг правильно, это другой рынок. И то есть тебе нужно изучить как бы очень много ниш и понять, какую из них ты будешь как бы утрамбовывать в опции, а какие ты будешь, ну, докидывать потом. И, соответственно, тут то же самое, понимаешь. То есть тебе нужно определиться в первую очередь с твоей целевкой, и для нее вообще самое важное — донести. За 15 минут легко это можешь сделать вообще. 100%. Ладно, попробую. Убедил, посмотрим, как это все получится. У меня другой вопрос. Ты как бы... Вот ты же в Клабхаусе, по сути, тоже, по-моему, да, занимался организацией вот этих всех... По сути дела, да. Это онлайн-мероприятий. Это и было первое место, где как раз я тогда зашел в клуб, не помню, как он назывался, Венчур-клуб. Венчур-клуб так назывался. Да, Владимира Белого. Да. И я сидел, послушал их, говорю, давайте что-нибудь сделаем, потому что они просто разговаривали там. Ну, просто разговаривали. Я говорю, давайте что-нибудь сделаем. Они говорят, ну, делай. Ну, типа, я говорю, окей, ну, попробую. Да, мне было тогда как раз интересно, я закончил трейдить, и мне был интересен венчурный рынок, разобраться, я ничего не понимал вообще тогда. И, соответственно, я думаю, надо сделать... Мне интересны 3 штуки. Это венчурный рынок, это IPO и выход не через IPO, а через... M&A? Не M&A. OTC? Ну, напрямую, когда ты прыгаешь через, как бы, ты не идешь на IPO, ты прыгаешь напрямую. Куда ты прыгаешь напрямую? SPAC? Да, через спаки, вот. Как раз вот выход через IPO, выход через спаки и инвестиция в вообще инвестиционный рынок в искусство. Вот, мне было интересно 3 этих темы. В принципе, я на эти 3 темы тогда и собрал в одном из подкастов как раз про IPO, по-моему, мы с тобой тогда я тебя и позвал. Да. Вот, и, в принципе, мне этого хватило, чтобы понять, что Clubhouse — это классно, но это конец, но ему скоро настанет, и надо было что-то делать дальше. Ну вот, соответственно, дальше я и пошел, по сути дела, уже в венчурный рынок, поняв, да, хоть немножко поняв, как это работает, я начал уже разрабатывать в нем свои истории. А как ты в ивент-индустрию ушел и на 1,5 года в ней остался? И почему? Слушай, сейчас это, я же сказал, вроде как основная да, я как бы разрабатывал деловую соцсеть почти год, мы нашли инвестиции, мы должны были выходить из Германии, вся команда была на Украине, и кофаундеры, и разработка MVP мы сделали за 0 рублей, вообще без денег. То есть мы вообще без денег это сделали. И я уже нашел инвестиции здесь, не у венчуров. Венчуры мне все говорили, что это херня, это никому не нужно, зачем очередной LinkedIn и так далее. Но как бы не разбираясь вообще, что как бы, ну, ту модель, которая была придумана. Ключ в модели был. Вот. Мы нашли деньги у человека, который, в принципе, занимается стройкой. Ну, то есть он посмотрел, говорит, мне нравится, сколько надо. Строй дома, построить приложение. Да, я говорю, там нам реально надо было $200 тысяч просто, чтобы как бы выйти в рынок. У нас был немецкий SEO, выход через Германию и бахнуло СВО. И как бы вся команда с Украины, соответственно, через 2 месяца после того, как все бахнуло, ну, они моложе были, и у них как бы, ну, вот это вот общее нагнетание, оно как бы сыграло свою роль, короче, просто пришлось, ну, разорвать как бы полностью отношения. Я остался как бы без ничего, ну, по сути дела, просто с идеей, с презентацией, которую мы лепили, с бизнес-моделью, с фин-моделью там и так далее. И я не понял, что делать, потому что тынчат начал бахать вверх, как раз у меня была, ну, как бы я понимал, что будет, я думал, что мы как раз этот хайп, ну, уж может быть мы его и словим, но мы его как бы не словили. И, соответственно, наступило лето, меня заинтересовало очень сильно DAO, именно DAO как модель. Познакомились с Денисом Смирновым. Кстати, был у нас в подкасте. Да, сделали Гуру коллектив.
такое образование, и делая его, этот Guru Collective — это как такой коллектив именно Web3 билдеров, все со своими продуктами, ну, ты тоже как бы его знаешь, ты в него состоял. Да. Соответственно, познакомился с первым человеком, который делал криптолето, Степа. Вот. Криптолето, вы у нас тоже выступали, Да, я вас позвал. Это была конференция Метавселенной? Да, не в Мете, а это Нет, была конференция на там мы с тобой Винзаводе. просто в онлайне были. Мы в онлайне были. Нет, Да, на вы Мете были в это мы в онлайне. другом месте. Это была В другом конфа месте. на Винзаводе в Москве. Кстати, получилось очень такой, знаешь, прикольный, легкой, вот без какого-то пафоса, без кучи там стендов, просто легкая для своих. Метапчик. Да, это был 26 или 28 августа, то есть это вот от прошлого года. Это была вот, я просто попробовал, у нас все получилось, мы тогда собрали там, по-моему, 25 или 30 спикеров. Мне понравилось то, что ты можешь принести, то есть твои знакомства могут нести пользу как бы сразу большому количеству людей. То есть многие спикеры были офлайн, и они даже многие, как оказывается, друг друга не знали. Это было местом, где они реально познакомились. То есть они там заочно друг друга как-то знали. И я думал, прикольно, надо еще. Ну и после этого началась моя как бы вот эта вот артиллерия как бы из мероприятий, в которых как бы я был либо организатором, либо, соответственно, помогал другим ребятам. Окей, отлично. Слушай, давай тогда потихоньку переходить к основной теме, вообще будущее ивент-индустрии. Интересно, на самом деле, что ее ждет, потому что, грубо говоря, всем казалось, что вот ковид наступил, ивент-индустрия, с одной стороны, просто упала, а потом люди вроде как изголодались по ивентам, и они начали возвращаться и ходить, но все равно иногда кажется, особенно когда общаешься с организаторами, с разными, ты сам участвуешь в спикерстве, видишь внутрянку, кажется, что это прям как бизнес. Бизнес, например, не всегда нормальная история, не всегда это окупается, и много геморов, даже свое мероприятие, сколько пытались сделать, еще хотели сделать. Мы в итоге И благо мы его не стали и благо делать. мы его не стали делать. И даже спикеров набрали, лендосы сделали. И потом такие, сколько на это все надо тратить? О, нет, спасибо. Это Что риск-тейкинг, да. Риск-тейкинг. Что сейчас, на твой взгляд, с ивент-индустрией? Ну, давай уж мы, если мы говорим про какую-то инвестиционную, венчурную тематику, вот именно в ней. И что вообще ждет нас в ближайшем будущем? Слушай, тут все очень сильно зависит от создателя. Ну, то есть, по сути дела, так же, как и любой продукт, не от этого. Лучше не рассчитывать, что он продаст билеты, там стенды как бы стендами наполнит Сейчас тебе половина пространство. Твою мать. Блин, Закрываем. все, нафиг. Все, лендинги, все, рубим. Да. Нафиг мы в это вообще полезли. На самом деле, очень сильно зависит от ниши, очень сильно зависит от комьюнити, если оно у тебя нету, от доверия к тебе, как к организатору. И того, надо дотерпеть. Ну, как бы, на самом деле, первый, скорее всего, почти всегда первый минусовой. Да? Либо около нулевой, либо минусовой. Слушай, я немножко не понимаю, что вот, по-твоему сейчас с ивент-индустрией? Вот ты видишь разные мероприятия, Да. ты на них ходишь, Да. на них приходят люди. Пациент жив или мертв? Пациент полудохлый. Да? Да, но если мы берем, смотря, опять же, ниша, да, то есть ниша Якома, допустим, она жива очень даже, ну, потому что рынок очень растет. На растущем рынке все живое, ну, всегда. Ну, естественно. Когда крипта там росла, рынок тоже был другой, и на самом деле ивенты были другие. Но тут, опять же, мы падаем в организаторов, да, помимо рынка, и тут уже очень сильно зависит от того, насколько организатор хочет, ну, преследует именно цели сделать качественные мероприятия во всех нюансах, или он как бы преследует, только заработок. Вот можно очень сильно споткнуться, когда ты преследуешь только заработок. Вот прям можно, преследуя его, уйти в хороший большой минус. Слушай, да, потому что я знаю ребят, которые делают конфы, и они там тратят свои деньги, мероприятие может быть бесплатным, но они, получается, это что-то другое. Они там свои продукты шилят, например, да, партнерства какие-то заводят. Сами организаторы, они к этому подходят не как, в первую очередь, как к бизнесу. Или продают спикерам места, продают места тем, кто стенды свои ставит, и окупают это все не за счет гостей, а за счет приглашенных тех, кто вносит совсем другие суммы. Да, кстати, это реально купить с помощью всех? Ну, слушай, ты идешь либо от генспонсора и от его, соответственно, задач, либо ты идешь от своих задач и пытаешься найти какую-то бесплатную площадку, тогда ты не обременен какими-то большими затратами, либо ты берешь крутую площадку и идешь просто в риск-тейкинг, потому что ты не знаешь, сколько у тебя купят стендов, купит ли у тебя достаточное количество билетов. Ну, то есть ты просто идешь в бездну, и все. Ну, в надежде, что ты такой молодец, ты сможешь. Ну, я знаю много кто не смог, ну, как бы, и мало тех, кто смог, ну, как бы, с первого раза. И это в основном реально удача и растущий рынок. Вот.
тут две вещи. А сейчас, как-то, по твоему мнению, что больше у людей пользуется спросом? Большие форумы мероприятия или такие камерные, типа метапчики, что-то типа такого? Да не, ну если это, допустим, выставка, которая проходит, там, или форум, который проходит уже не первый раз, у него есть имя, да, Ну, он, в принципе, плюс-минус как бы собирает, на самом деле собирает меньше, как правило, но собирает. Если мы говорим, опять же, возвращаемся к нишам, если это какая-нибудь стройка, да, строительные выставки, ну, они как собирали, так и собирают. Там Яком растет, да, то есть как на дрожжах, их становится больше, но собирать они меньше как бы не собирают, то есть прям хорошо, потому что очень много людей сейчас занимается, да, электронной коммерцией, просто они ходят в надежде там кто-то продукт показать, да, то есть они как на дрожжах появляются проекты, продукты там, да, аналитические там и так далее. А если брать там рынок, допустим, венчура, то, ну, я думаю, что вы сами можете сказать, как бы, насколько вообще... Да сам венчур еще как бы здесь Сам как бы его венчур, нет. да, сам венчур его и не было, а теперь его вообще, походу, нету. Если брать рынок крипты, опять же, ну, когда рынок рос, все понятно, опять же, проектов много, ну, как бы много из скама автоматически. А когда рынок такой, как сейчас, он очищается, ну, от скама, реально, прям очевидно. Но и проектов, которые несут деньги, это как бы меньше, ну, понимаешь, на эти выставки. Если они международные, да, больше шансов. Если они внутри какой-то страны, ой, да, ну, тяжелее намного, 100%. Я тяжелее. вот, когда был на одном мероприятии, выступал, ко мне после моего выступления подбежали куча молодых стартаперов и такие, хотя я сказал, что мы не инвестируем в ранние стадии, они такие, а вы точно не инвестируете в ранние стадии? У нас есть проект, ну, они облепили, они стараются. И причем, кстати, один чувак прислал проект, он достаточно неплохой, что меня даже удивило. Потому что обычно, когда вот Bullrun, тебе всякую шнягу просто присылают, а тут прям первый проект, и первый он такой прикольный. Это к тому, Потому что понимают уже, что сейчас по-другому инвестируют, и ты с обычным шляпным проектом не залетишь к инвестору, а там ты мог под шумок пролететь и на волне прокатиться того, что деньги во всех закидывали, Ну, да. Сейчас что модель, ты выстрелишь. ну, у тебя должна быть рабочая модель, как бы, ну, и все уже осознанно, более осознанно подходят, понимая, что скам тут, скам там, да, что там GameFi такой не работает, так как, ну, как бы его да, подразумевали, что сейчас вот все будут бегать в этих кроссовках, ну, я когда-то увидел, честно, я офигел. Я Кстати, вообще подумал, когда это сдуется, через месяц или через 3. Ну, вот, как ну, кстати, бы... Степан тоже жив, он какие-то анонсы скоро хочет сделать, там он что-то новое хочет запустить, это так, я просто где-то видел. Ну, это просто удивительно, на самом деле. Я был поражен, когда люди реально тратят там, сколько там, тогда это было $3000 долларов на Чувак, то, они просто фермы зайти. создавали Фермы, невероятные, да. там инвестиции привлекали Да. по $600 тысяч на это Да, все. ну, опять же, да, это держится на энтузиазме, Вообще. как бы вот, грубо говоря, это пирамидальная чистой воды основа, когда энтузиазм как бы второй и третьей волны, на нем все держится. Ну, Как типа, бы одна да. из них падает, и все рушится. А кто будет приводить людей? Жалко, что ее конференции не стали собирать еще как раз-таки по Степану отдельных прям, знаешь. Нормально. Конфа, как правильно качать Да, свой да. кроссовок, Ну, как они могли покупать бы... и Не, минтить. нет, это не была бы не конфа, это был бы марафоны. Марафон. да. Ну, Вот как бы им надо видно. было реально марафоны делать, международные. Я думаю, что вот это бы... у них А может, они их, полетело. кстати, запустят, кстати, на самом деле. Ребят, вам Ну, у них там совет. есть что-то такое. Ладно, Степаном. Слушай, с точки зрения, вот ты залетел в ивенты, ты же ивенты делаешь, связанные с криптой. Они сейчас, ну, Не только скрипты. Нет. Слушай, ну нет. тематики твои, смотри, какие сейчас основные? крипта это было начало, да, то есть потому что просто так оказалось, что очень много знакомых, да, вот в круге, да, вокруг Guru Collective собиралось большое количество именно людей, а в основном половина из них спикеры, и у них есть знания, да, есть продукты, поэтому мы начинали, да, скрипты, ну, прям чисто скрипты, и меня самого это прям перло, ну, то есть мне нравилось изучать там и метавселенные, и DAO, и все, что вокруг, как бы, да, и GameFi, мне просто интересны были модели, мне всегда интересны модели, да, то есть новые вообще, какие они существуют, и работают ли они, если их приземлять. Потом как бы постепенно, ну, начало откровенно надоедать, потому что, на самом деле, все понятно плюс-минус. И захотелось расширять как бы в другие технологические индустрии, что как бы в айтишке дофига вообще, ну, просто очень много всего, там и диптех, и тот же искусственный интеллект, то сколько вообще, то куда он сейчас заходит, то сколько сфер он захватывает, но это вообще супер как бы другая история, другой уровень погружения, это очень много, можно знаний оттуда забирать. И модели, опять же, можно новые создавать на этой истории. Поэтому сейчас это больше технологические форумы, которые посвящены именно трендам, потому что, ну, сейчас мы делаем такое, знаете, более легкое мероприятие, но вообще есть более глубокие тренды, да, то есть 20-30 лет то, что нас ожидает. И я думаю, что следующее мы уже Вот будем это было, делать кстати, более. очень интересно. Я люблю за это, наверное, журнал РБК обновленный. Он прям по трендам, он прям берет тренды на там, экологичность, там, батареи, там, квантовые компьютеры, вот эта вся история.
Поэтому, если вот такую штуку сделать, блин, я не знаю, там что рассказывать, но я приду послушать, обязательно делайте, короче. Ну, видишь, очень... Тут, опять же, вопрос сильно стоит, опять же, в аудитории. Да, Допустим, насколько это надо вообще, да, такая да, глубокая история. ты все время, я сам люблю и философию и так далее, но мне очевидно, что большинство людей у нас не пойдет на это. То есть они это будут читать, да, лонгриды, они будут смотреть ютубы, но они не заплатят за это, там, допустим, 5-10 тысяч рублей и не придут на эту конфу. Потому что непонятно, где деньги здесь и сейчас. Да, ну, либо как бы придет, ну, там, если делать узко, да, там, человек на 500, может быть, так, на 1000, вот да, ну, я думаю, что соберет. Но небольшая посиделочка на 1000 сколько человек. это займет у тебя усилий, да, и у тебя сразу же пойдет претензия к качеству как бы информации жесткая. Ну вот прям... Соберутся какие-нибудь профессора, да, там, грубо Да, говоря. и потом, я говорю, у тебя у обычных людей уровень как бы компетенции слушателя, он будет сильно выше среднего уровня, и, естественно, у тебя пойдет претензия к каждой мелочи потом, понимаешь? Ой, этот спикер там, ну, базируется не на этом. Да, здесь он ссылался на этого ученого, а на самом деле там был, нет, ученый сделал, а вот это... Да, то есть это уже научные конференции, что тоже круто и интересно, но я думаю, что просто пока что, ну, я туда точно не полезу. Слушай, давай еще к нашей основной теме. Вот смотри, ты когда мне рассказывала про ваш эвент, у вас там много всяких технологических штук, да, инноваций внедрено. Да. Вот давай, наверное, через рассказ об этом вообще поговорим, нахрена это все надо, и вот вот я просто был на одном мероприятии, мы с тобой были, помнишь, там была геймификация через чат-бота, надо что-то делать. Я просто заметил банально, что люди сидят в этой геймификации, и похер им уже то, что на сцене вообще говорят, плевать. Они там собираются, обмениваются, мне нужны баллы, давайте баллы. Во-первых, нахрена это все надо? Не отвлекает ли это от основной истории? И что будет с этим дальше? Смотри, все мероприятия, вообще ивент-индустрия, она будет фиджитализироваться, то есть будет и реальное пространство, оно будет геймифицироваться, то есть твой путь как пользователя. Пойду от простых вещей. Что нужно организатору, чтобы сделать там следующее мероприятие лучше? Ему нужно знать своего клиента, своего пользователя. Что нужно партнеру, чтобы прийти к тебе на следующее мероприятие? Ему нужно все то же самое. Ему нужно знать, что у тебя за клиент и его ли это клиент. Как это узнать с помощью обычного физического мероприятия? Ну, тяжеловато это узнать с помощью обычного физического мероприятия, потому что кроме как при регистрации, как правило, да, там компании, фамилии, имени, отчества человека, его должности, больше о нем не знаешь ничего ни ты, ни как бы твой партнер или партнеры. А как сделать так, чтобы ты узнал? То есть что стоит сейчас больше всего денег? Что нужно всем? Дата. Все. Дата. Пользовательский клиентский путь ты должен узнать. Как узнать пользовательский клиентский путь и что интересно каждому человеку, который посещает твои мероприятия? Только через геймификацию в реальном пространстве. То есть сделай так, чтобы человек прошел путь по твоему форуму, по выставке необычно, да, а оставив данные свои. А как это сделать? Крошки свои, да. Если его напрягают со стороны, он это делать не будет. И, ну, как это сейчас делать? Розыгрыши, да, там, оставь там какие-то данные, вот мы там сейчас лотерейка, что-то разыграем. Но, и анкета. Есть путь гораздо лучше делать это с помощью как бы геймификации. Это можно в дополненной реальности сделать какую-то прикольную вещь, без чат-ботов, там, без вот этого всего. Это, ну, честно говоря, это уже тоже прошлый век. Слушай, ну это тоже периодически, вот то, что ты сейчас говоришь, как будто из пальца высосана идея специально, чтобы это попытаться организовать, и такое ощущение, что это два разных коллектива делают. Вот про что Сережа начал рассказывать, это реально было. Я там помню, что и на сцену меня вызвали, я там что-то победил. Но история была, что в этом чат-боте надо было там и в процессе внутри с кем-то там как-то повзаимодействовать, и в перерыве познакомиться с людьми, тебе за это баллы дают. И Сережа правильно сказал. Ты понимаешь, сидишь на мероприятии, выступает спикер, а все в телефоне, ну, типа, фигачат. Нет, так это неправильный подход, опять же. Надо было до выступления, да, это делать? Разбивка между процессами. Это просто подход неправильный. Допустим, у тебя мероприятие, у тебя есть форум, выставка, ну, да, как правило. То есть форум — это место, где люди выступают, да, выставка — это, ну, это понятное дело, что там партнеры, там стенды и так далее. Вот для стендистов важно, чтобы они получили, как бы, данные. Ты можешь сделать, допустим, дополненную реальность, там, квест по именно выставочной зоне, и каждому стенду, допустим, прилепить какую-то одну из частей геймификации, чтобы человек об этой компании точно узнал и что-то как бы с ней как-то провзаимодействовал. Это делается на самом деле несложно. А если мы говорим о форуме,
то надо сделать так, чтобы, допустим, вот там то, что у меня была идея, сейчас закину, пофигу, не жалко. Допустим, можно сделать так, что в 10 выступлениях у спикеров, да, есть как пасхалки на его презентации. Тот, кто самый внимательный, 10 найдет, сфоткает, да, получит какой-то приз. То есть для внимательных будет такой квест, да, для людей, которые там более, ну, то есть, опять же, ты должен понять, что у тебя для разных людей, для их психотипа, как бы личности, ты должен выстроить, как бы, и дать им то, что, как бы, им нравится, а не дать всем одно и то же и ждать, что все это будут проходить. И важно, человек — это обезьяна. Сделал, получил, сделал, получил. Я нет. Ну, мы все так думаем, но, по сути дела, наш мозг лучше всего как бы взаимодействует с контентом, когда ты что-то сделал и сразу вознаградили тебя. У тебя должно идти вознаграждение. И поощрение, да. И то есть ты понимаешь, я произвел действие, потратил энергию. Быстрый дофамин. Да, и быстро как бы что-то получил. Ты делаешь бонусную программу внутри как бы мероприятия, где за каждое действие человек получает там токен, как это у нас будет, токен форума. Собрав определенное количество токенов форума, он может потом себе не то, что 5% там в 5 скидку получить, да, ну смешно. Тоже плохо. А он может получить реально какие-то ценные вещи от тебя или от партнера, которые стоят денег. Ну, как бы, а он получает их либо очень, ну, прям бесплатно, либо он получает их там со скидкой там 30-50%, да, с ощутимой. И самое важное, он может еще, допустим, повысить категорию билета. Вот он прошел квест, да, хопа, у него Сел был... на первый ряд. Ну, грубо говоря, он пришел с билетом guest, да, то есть там купил его там за 3000, прошел квест и бесплатно повысил до билета бизнес, и он попал на автопати. И он получил удовольствие, он взаимодействовал прикольно, и понимаешь, и что-то как бы получил, и сказал, блин, круто, вот эти типы делают круто, мне понравилось, я что-то узнал, а он, может, и не знает. Если у тебя, как у нас, кросс-индустриальный форум, у нас получается так, что одна индустрия, а другой вообще ничего не знает. И человек, допустим, любит цифровое искусство и придет к нам на секцию по цифровому искусству, а там будет секция по CFA, и он такой, блин, а что это такое вообще? CFA, какой-то цифровой рубль, нифига не понимаю. А мы сделаем так, что его, допустим, увлечем, он там останется и что-то для себя узнает. Это образовательная история. А может быть, он заинтересуется и там тоже начнет развиваться. Такое ощущение, что то, что ты рассказываешь, это отдельное вообще бизнес-направление, которое можно упаковывать и просто продавать форумам, потому что от форума к форуму, ну вот как посетитель форума могу сказать, но там же дофига ненужных каких-то телодвижений, либо собрано как-то коряво, либо нет нормального взаимодействия с участниками, нет там, да знаешь, нет банальных иногда вещей, вот как пройти там, да, если где-то они еще небольшие форумы. Это у тебя в дополненной реальности начинается такая штука. Я вот, например, там мы с Серегой давно организовывали мероприятие еще на киностудии, я не поленился, я знал, что там, ну, как бы там прикольный был лофт, но он не самый очевидный, чтобы найти. И все, и у нас были все участники в одном чате, я просто вышел, видос снял вот с момента улицы. Как мы сюда шли банально, вот в этот подкаст. И все, видео просто отправил, и все, мне потом реально просто, не знаю, наверное, 50-60% просто сказал спасибо. Вот да, это было прямо... То есть вот ты идешь... Дополнишь. Вот так. Смотри, как можно сделать. То есть у нас есть, допустим, квест дополненной реальности, где человек реально собирает, ну, что-то сделал, как бы собрал монету форума, прям себе в кошелек, а потом он прям накопил, пришел, как бы к стойке там, регистрации, показал, все, ему на что-то обменяли. Что можно сделать, чтобы там упростить там навигацию? Ты берешь, раскидываешь монетки, там, мы это сейчас навряд ли мы это успеем. 10 рублей. Не успеем. Не. То есть у человека приложение форума заранее, он там может уже там коннектиться, там списываться, да, с кем-то, с ребятами, там со спикером задавать вопрос заранее, программу посмотреть, но у него есть еще, допустим, дополненная реальность, он ее включает, и хопа, у него от метро, допустим, от любого метро вокруг раскиданы монетки форума, монетками проложен путь. Ну вот, дополненная реальность. Да, и он такой хоп-хоп, тринь, как бы монетки собрал, и уже на форуме. То есть ему не надо было ни Google карты, ничего. Все, слушай, ну тут внутри. У меня к тебе вопрос другой возник. Ты сейчас сказал про мобильное приложение, и вот у меня всегда в голове, что прям должна быть мотивация скачать еще одну кнопку. Этих мобильных приложений там но столько... у тебя именно мотивация, что ты в рамках форума получишь кучу польз дополнительных, скачав это. То есть ощутимых, ценностных, как бы, да, вещей. Потом удалишь, если тебе не понравится, ты можешь удалить, но маловероятно, что ты удалишь, потому что, опять же, там монетки. Тут дело не в этом, а дело в том, что ты получишь лучшие условия на следующий форум, чем все остальные. В движении я скачиваю кучу отдельных приложений, что меня бесит, там, кофемания, еще чего-то, но я их не удаляю, потому что, сука, там бонусы копятся. Вдруг зайду, да? Вдруг я зайду, и у меня куча... Я обожаю год. тех ребят, которые делают это в валет просто, знаешь, вот в айфонские. Прям целую, молодцы, классно. Но и приложения не удаляю. Ну, держу же я эти приложения, потому сейчас что там все классно есть. Начали делать в тележке.
Классно. Ну, что у тебя Ни это одной не все пользовался под еще. рукой. У тебя прям Я у тебя понял. открывается прям приложением. Я ни Вот одной еще просто- не пользовался. Нигде еще не видел. Ну, Не, Не, я ну повезу, телега да, это заберет, этот рынок тоже в Да. любом случае. Но тут смысл весь в чем? Я вот сейчас рассказал, да, одно из того, что можно сделать, и это можно сделать, ну, грубо говоря, там через месяц уже, да, хопа, и все, и сделано. Другой вопрос, и у нас это будет реализовано частично уже, то есть люди могут прийти, попробовать, заценить, сказать, оставить свой фидбэк, а что бы еще хотелось, да, вот в таком формате. И мы, учитывая фидбэк, как бы с удовольствием это все улучшим, то есть мы с рынка собрали, сделали, грубо говоря, MVP-шку, с рынка собрали, нравится, не нравится, то, что не нравится, убрали, то, что нравится, развили. Все, это единственный правильный путь стартапа вообще, мне кажется, сегодня. Работать быстро, Сделал спринтами. карточки внутри тех, кто Но это пришел. лишь часть, то есть как бы это просто дополненная реальность. Это как дополненную реальность дать технологию, как бы сделать полезной в рамках форумов, да? Вот это вопрос об этом. Как просто объяснять людям, что такое токены, да, там и так далее. Ну, как это сделать просто тоже вот это, да, вот, используя технологии. Что еще может быть? То есть возвращаясь, что это ивент-индустрия, это фиджитал, ее будущее это фиджитал, мы покажем на этом форуме, потому что не понимают, опять же, ничего люди, что такое цифровой двойник форума. Вот мы прям покажем, что это такое. Я тоже ни хрена не понимаю, что да, такое что цифровой это двойник. такое, зачем это, как с этим взаимодействовать. То есть это тоже, это, по сути дела, цифровой двойник пространства, в котором ты находишься. Он тоже геймифицирован, но по-другому. И ты можешь, находясь и на форуме, посетить его цифровой двойник, там еще собрать монетки и тоже себе в кошелек еще больше получить, тем самым В форум партнеры- приходишь поиграть, Да, нахрен тебя спикер поиграть, знает. да, именно так. То есть ты можешь, грубо говоря, осознать, что такое, грубо говоря, вот люди не понимают, что такое метавселенные и так далее. Метавселенные, да, это что-то, на самом деле, сущность еще непонятная, и даже, ну, глупо, что они так называются в данный момент. Но, по сути дела, это цифровые двойники чего-либо, да, там, каких-то пространств, цифровой двойник визуализации вот того человека, как он видит там какие-то миры. Это все равно визуализация. И тут мы используем цифровой двойник, опять же, для того, чтобы персонифицировать потом пользовательский путь. То есть ты понимаешь, вообще пользователь, ты понимаешь, что человеку было интересно вот это, тут он провел больше времени, вот онлайн он реально слушал этого спикера, ты четко знаешь, сколько это по Или времени. просто ушел за кофе. Да, тут ты знаешь четко, сколько он у этого стенда пробыл и оставлял ли он заявку, понимаешь? И для партнеров круто, дата, наконец-таки, потому что для SEO, допустим, компании, он хрен знает, как бы сколько, ну, как правило, их нету на выставках, есть их подчиненные. Да. И у него нету даты реальной, как бы, сколько пришло людей, сколько, как их отработали, да, и так далее. Цифровой двойник, там есть аватар, то есть там также есть продавец, как бы точно так же, то есть также в аватаре человека, ты можешь к нему подойти, но единственный в чем плюс, ты можешь его, замьютить и все. Ну, то есть, если он тебя напрягает, ты замьютил, а человек, который обладает, да, этой компанией, он понял, что его продавец, Хреново работает. понимаешь, да, скрипты неправильные, далее, и так далее, и так далее. То есть, цифра тебе дает другую историю. То есть, и, по сути, для тебя это как понятная, прикольная игра, где ты зарабатываешь также монеты и можешь их тратить как онлайн, так и офлайн прямо, да, на что-то. И, может, допустим, в онлайне там ты собрал и пошел, я не знаю, на следующий форум купил, бесплатно получил билет. Забавно, что, допустим, есть чувак, это, ну, как дата для организаторов. Чувак, вы видите, что он пошел на кофе, пошел, пожрал, все стоит. Вы понимаете, что он сожрал больше, чем билет стоит. Его можно не пускать в черный список, добавить, и больше ты его к себе на форум не Нет, берешь. самое важное, что ты работаешь именно... Сначала ты работаешь, получается, что для партнеров это дата, это самое важное, чтобы они тоже могли работать над ошибками, на следующее мероприятие делать. Второе, ты как бы понимаешь, что человек, то, как он себя позиционирует, и то, что он говорит, что ему нравится, может расходиться с тем, как он на самом деле действует. То есть, допустим, зайдя в это пространство, он может, ну, представиться, что я там, я не знаю, Вася Пупкин, венчурный там инвестор, мне интересна там тема венчурных инвестиций, там, и, не знаю, еще чего-то. Пройдя по этой выставке и находясь на этом форуме, ты видишь, что подходил он на самом деле вообще к другим местам и слушал он больше всего других спикеров. А что это значит? Что, скорее всего, его внутренний интерес не совпадает с его позиционированием, понимаешь? И ты это уже знаешь, и ты ему можешь даже потом сказать: слушай, Вася, смотри, есть такая штука, что мы посмотрели, давай на следующий форум мы тебе посоветуем. У нас есть еще крутые спикеры, да, вот в этой именно отрасли. А хочешь, мы тебя познакомим с людьми, которым это тоже очень нравится, которые тоже столько же времени плюс-минус проводили. Ну, да, про персонализацию мы идем, про все верно, гиперперсонализацию. все верно. Это продукт, как только цифра тебе позволит персонифицировать как бы каждого посетителя и сделать это круто и для клиента, и для партнера, и для тебя, как для организатора. Слушай, ну здесь как будто бы, вот ты сейчас говоришь, знаешь, про вот этот вайб ухода в онлайн, а мне кажется, офлайн
конфы, у них как раз весь шарм в том, что они оффлайн, да, вот эта вот фраза оффлайн для богатых, онлайн для бедных, как бы вот она присутствует. И из того, что ты сейчас рассказал, у меня все, я тебя просто слушаю, у меня такое ощущение, что я на конфе только с телефоном должен, мать его, ходить и что-то делать. Не слушать спикеров и не вот взаимодействовать вживую. Смысл в том, что ты можешь взаимодействовать и так, и так. Человеку дан выбор. И многие люди, особенно надо понимать просто, как тебе сказать, мудрый человек, да, то есть вот мудрый организатор сейчас, он будет незаметно переходить как бы в новое поколение, да, работать уже на новое поколение, потому что отбрасывать мышление нового поколения и то, как они взаимодействуют, да, друг с другом, это надо как бы быть глупым. Они практически не в офлайне, они мало, они реально в онлайне, они привыкли общаться как бы в мессенджерах, и для них цифровой двойник будет гораздо привычнее, приятнее, правильно геймифицированный, понимаешь, чем как бы вот это пространство. Но они повзрослеют, и все равно они выйдут в люди, то есть тут одно другому не мешает, просто ты работаешь с разными аудиториями, ты расширяешь как бы свою аудиторию, а не сужаешь. И ни в коем случае ты не забираешь офлайн, ну, потому что людям как надо было выходить, как бы, да, и ознакомиться вот так и они это и будут делать. Я просто на самом деле представил, ты пришел спикера слушать, он выступает, и сидишь в телефоне и в этом приложении вашем, и выходит, на спикера смотри, бля. Смотри на спикера 10 минут, заработай 10 монет. Да-да-да. И специально держи телефон вот так, чтобы я считывал, куда у тебя направлены глаза. Черное зеркало какое-то прям. Ну, тут на самом деле можно смеяться, можно нет, да, но это просто неизбежно как бы нас преследует, и ты либо создаешь, то есть моя задача вообще, ну, как бы глобально, да, зачем как бы эти форумы, я вижу как бы именно полноценный технологический продукт, который масштабируется на весь мир, фиджитал форумов, когда ты делаешь это, по сути дела, приложение, да, которое закрывает задачи организаторов, да, наполнение как и физических пространств, потому что у тебя куча аудитории, и ты о ней знаешь все, ты можешь советовать другие, да, там, форумы, в другой там человек, ты видишь, что человек, допустим, уехал в другую страну, да, и ты можешь посоветовать там, да, для организаторов это круто. Еще для чего, допустим, помимо того, что я уже говорил, даже для самих людей, для него это приложение становится, знаешь, как быстрым навигатором, как бы по его интересам, именно внутри индустрии, именно форумной, да, выставочной. Тебе даже не надо следить за ней, тебе она сама там настроила, там, не знаю, ну дай мне 3 пинга в месяц, да, по тем мероприятиям, которые рядом, или я хочу каждый день получать. То есть ты все персонифицируешь, и у тебя получается так, что это приложение... То есть это приложение будет не только для вас, это будет типа... Конечно. Но это круто, потому что я вот тоже в Москву приехал, я помощнице сказал, говорю, собери на ноябрь, какие есть мероприятия, вот примерно по таким направлениям, и посмотри, где какие бизнес-завтраки, кто что проводит. То есть она вот не скинула это все там, ну, в Excel, да, классика. Да, кстати, до сих пор нет одной нормальной реальной платформы, где бы все это, блин, собиралось. Пытались сделать в каждом городе в Телеграмах, во ВКонтактах. У кого ничего не получилось. Такие типа группы по интересам, но это все время... Обычно там бьется разница между тем, что им же надо на чем-то зарабатывать, а зарабатывают они за счет того, что продают рекламное место тем, кто организовывает мероприятие. А кто организовывает мероприятие, говорит, а нахер вы нам нужны? Мы и без вас как бы все сделаем. И поэтому какие-то мероприятия просто мимо проходят. Здесь будет вопрос, наверное, больше к приложению с точки зрения монетизации для тебя, как для бизнеса. Да, оно прекрасное. Смотри, допустим, сейчас есть простой пример, я приведу. Есть Eventicious, вот, и Eventrox, как бы это одна и та же практически одна и та же компания. Они, что у них? У них приложение white label, как бы, для организаторов. Ими пользуются в основном почти все самые крупные конференции, форумы. То есть это white label приложение, где у тебя есть там программа, там чаты, закрытые чаты, вопросы спикеру, карты выставки, там, ну, короче, вот все самое основное, что нужно, в принципе, человеку в физическом форуме. И если ты будешь сам пилить это приложение, это долго, реально дорого, как бы, ну, и непонятно зачем, на один раз особенно. Они дают его там от 250 до там 500 тысяч, white label, все, хоп, и тебе все сделали, ты только информацию туда вгрузил, всю, которую тебе нужно, все, у тебя полноценное приложение собственное. Для людей круто, для партнеров хорошо, что, опять же, дополнительно где-то они могут вообще с этим со всей аудиторией повзаимодействовать. Как бы то, о чем говорю я, это просто еще куча надстроек, да, вот над тем, что есть. И потом, как и Eventrox, они масштабируются, то есть постепенно как бы уже из России там, в страны СНГ и так далее, то есть идут. А тут ты просто, по сути дела, создаешь единое такое пространство, где еще и каждый организатор, что самое важное, допустим, тут ты покупаешь white label,
а что если сделать подписку? Ну, то есть, а представь, что у тебя в мире, я могу сказать, это просто сумасшедший триллионный рынок, и в каждом городе, прикинь, сколько форумов проходит, там, выставок вообще в мире. Просто если это посчитать, это просто с ума можно сойти. И всем нужны новые клиенты, всем нужно больше денег от партнеров, всем нужно как бы лучше знать своего посетителя. Всем вообще. То есть 99% сейчас говорят, нет, нам всего достаточно, нам не дай бог онлайн. Но как только ты это выпустишь, как только ты покажешь на стате, что это дает, все выстроятся в очередь. И просто делай подписочную модель. Не надо просить там white label. Нет, создавай инфраструктуру, по сути, это инфраструктурное приложение, внутри которого как бы по подписочной модели они будут получать уже все, что им надо. То есть и у тебя купят все. Не как бы не 1 из 10, не 1 из миллиона, а все. И представь, сколько ты можешь на рекламе зарабатывать, уже чисто, советуя как бы, да, тому или иному клиенту, но ты дату забираешь не со своего одного форума, а ты забираешь дату вообще со всех форумов. То есть, получается, ты сейчас тестируешь гипотезы на этих форумах, чтобы потом запилить приложение, выкатить на всех? Да, все правильно. Да. Сколько ты будешь тестировать, по твоим ощущениям? Я протестирую весной, максимум год. Через год уже надо, чтобы оно выходило, да. И масштабировалось. А какие еще сейчас инновации? Мы не знаю, NFT-шка, например. Вы вроде используете тоже NFT-шки сейчас. NFT-билеты, да, мы сделали в ВКонтакте официально, первый в СНГ. Это очень интересный большой рынок, но мало кто как бы его понимает. Люди слышат NFT, NFT все, как бы NFT сдулся, NFT пузырь, NFT лопнул. NFT — это технология, да, это просто закрепление прав за собой как бы в цифровом пространстве на блокчейне, как бы. Все, то есть это не картинки, это бред. Применяться может очень много где. Рынок билетов тот же самый, он полусерый как бы до сих пор. Есть перепродажи, есть как бы подделка там QR-кодов там и так далее, и так далее, и так далее. То есть просто куча на самом деле денег сливается там либо мимо организаторов, либо просто уходит как бы какой-то серый рынок там перепродажи. До сих пор там, я не знаю, бегают какие-нибудь рядом с этим, рядом с каким-нибудь Космоску недавно я ходил, и там вокруг Космоску просто идешь, и там просто через каждые 10 шагов тебе надо билетик, Космоску, надо билетик, братан, надо билетик. Я у Хитрова как-то видел сторис, он про Blockchain Life рассказывал, что у них такая же история была с перепродажей, только чуваки, не поленились, сделали максимально похожие под оригинал и левые билеты. Да. И ходили левые билеты, продавали перед форумом. Конечно, пробежали, пораздавали, люди пришли, или их развернули. В лучшем случае, они купили их по пресейлу, да, там по early bird и продают в самом конце за день как бы по максимальной цене. Это еще окей даже уже еще окей. Вот как бы NFT-билеты, по сути дела, да, все, ты не обманешь, все. Твоя NFT-шка сминтил, все, она твоя, особенно если она именно soulbound, то есть все, она к тебе привязана, к твоему кошельку, все, это твоя. Помимо того, что не подделать вообще никак, вообще никак не подделать, так еще и к тому же она несет, знаешь, такую своеобразную ценность того, что ты точно посещал это мероприятие, ты можешь, как бы, по сути дела, как люди сейчас, если посмотришь, коллекционируют бейджи, да, с мероприятий. Вот бейджи с мероприятий, NFT-билеты, это останутся такими бейджами с мероприятий, только не сжигаемыми, да, и никуда они, как бы, не денутся просто. Всегда можно на сайт куда-нибудь запихнуть. Не, это фан такой, типа, это просто, если кто-то еще заморачивается организаторы, тогда это прям круто, да, то есть тебя, прикинь, каждый раз красиво. Слушай, я как коллекционер карточка Magic the Gathering, не знаешь такую игру? Да. У меня такие фойловые, я их там покупаю, собираю, это кайфово, и если NFT-шки у вас такие, которые можно, да, знаете, будет на мероприятиях собирать, какую-то коллекцию, это, конечно, у нас, по сути дела, коллекция из 222 линз, как бы, да, созданных вместе с художником. Линз? Да, именно линз. В смысле линз? Это именно линза, как линза в глаз. То есть концептуально это глаза — это зеркало души, и концепция. В цифровом мире, мы как бы друг друга не понимаем, то есть мы как мы друг друга определяем. И идея такая была — создать 222 уникальные линзы, которые, по сути дела, будут определять пользователя. То есть сначала это просто картинка, по большому счету, а дальше эта картинка будет персонализироваться, то есть все, что человек о себе указал в профиле, это можно вписать прям кругами в линзы, в эти, его NFT-шка становится, понимаешь, она такая transferable, она трансформируется, но она его, soulbound, он ее не может ни передать, ни перепродать, все, ничего. Слушай, вы форум или арт-перформанс? Да, все и то, как бы. И идея такая, чтобы через там форум реально распечатать эти линзы, прям людей, и дать им возможность их надеть, типа, если они хотят
как бы воплотиться из цифры как бы в реальность. Ну, типа, знаешь, что-то сделать такое прикольное, как, там, не знаю, какой-то момент на форуме, или они могут войти прямо с ними, и все поймут, да, что вот они и есть эти самые обладатели этих линз. Либо это может быть какой-то как перформанс какой-то, знаешь, там на 5 минут, что все обладатели этих NFT-шек реально им раздали их прямо на форуме. Классные, они их могут реально одеть. То есть идея такая, что ты сначала покупаешь как бы, то есть ты воплощаешься, выделяешься в цифровом пространстве, а потом у тебя появится возможность выделиться и в физическом. И те, кто за это шарит, и те, кто тоже являются обладателями, они друг друга могут не знать в реальности, но в реальности встретиться, как бы, вот именно, понимаешь, увидя, как бы, ну, то есть это именно концепт, я понимаю, что он может быть тяжелый, но нам было интересно именно создать то, чего, ну, как бы реально никто не делал. И вот эти NFT-билеты, ну, как бы мы просто постарались со всех сторон это обыграть, чтобы людям стало интересно, они обратили внимание в первую очередь на это как на концепт, возможно, как на красивое что-то, как на штуку, как можно выделиться, а дальше разобрались, NFT-билеты. И больше организаторов подумали об этом, да, то есть... Ну, слушай, вот отлично, сложно. Раз мы к этому перешли, давай, может быть, мы разыграем какие-нибудь? Можно что-нибудь? NFT-шки можно разыграть? Или ой, NFT-шки слушай, NFT-шки разыграть. Ну, давайте одну NFT-шку. Или просто билет. Нет, давайте одну NFT-шку мы у вас разыграем. Одну виповскую мне? Не, по умолчанию. там про нету билеты. виповских, там будет просто одну вам разыграем. Ну, но между подписчиками. Да. Да, Мы да, это да. просто пойдем на форум, нам билеты же дадут, правильно? Если что. Не знаю. Все, завязывайте, Закрывайся. не выпускаем вообще никогда. Окей, NFT-шка, то есть что надо сказать, за что? Как они получат ее? Слушай, давайте придумаем что-нибудь прикольное, потому что Давай- мне бы хотелось не просто комментарий, а, возможно, знаешь, что мне интересно, чтобы вот если у ребят есть какие-то технологические продукты и идеи, что можно, либо у вас есть продукт, либо у вас появилась какая-то идея, да, во время прослушивания как бы этого выпуска, что можно еще интегрировать именно как технологии новые, да, или продукты, еще интегрировать прям в форумы. Прикольно. Ну вот лучшая лучшую идея, да, которую реально можно приземлить. И более того, мы ее приземлим, если это возможно. Да, я только хотел сказать, что это так кайфово, ты можешь просто сейчас сидеть, сам бы никогда этим заниматься не стал, но у тебя в голове идея родилась, ты её написал такой, и Артур посмотрел такой, блин, а это классно, мы её интегрируем, взял в своем приложении, сделал, и человек такой зайду. сидит такой, знаешь, этот момент, когда кто-то говорит, я жопу с дивана там не поднимешь, ничего не будет, и чувак такой, я жопу с дивана не поднимал, я подкаст смотрел, мою идею Да, реализовали. но более того, самое смешное, что если он захочет, как бы об этом узнают другие обладатели NFT-билетов, потому что, как бы, ну, у каждой NFT-шки своя, да, индивидуальная штука, картинка, и это может показать, и все будут знать, что именно этот человек, как бы, придумал эту идею, да, подал ее. Ну, звучит очень даже Слушай, хорошо. я вот зайду в чат GPT, попрошу, накидай мне 10 идей. Хитрые, по чужим аккаунтам. аккаунтами. Кстати, Лайфхак. да, можете тоже попробовать. Лайфхак. Даже интересно, что вам накидает чат GPT. Как вы промпт классно составите. Да. Окей, тогда все будет в описании. Мы, как вы увидите этот подкаст, буквально там нам надо будет день-два, да, на это все. Да в любом случае свяжемся. Ну, короче, мы оставим вам одну NFT-шку. Огонь. В любом случае, так как мы... Ну, это возможно, круто, если круто. что, прямо во время, прямо перед форумом, там, в день, может быть, даже. Огонь. Где человек прилетит, скажет, круто. Слушай, когда форум? Вы это все поговорили классно, но никогда не сказали, когда он будет, во сколько дней будет идти и так далее. Слушай, 15-16 ноября, это Москва, соответственно, это Ленинская Слобода, 2 лофта классных премиального такого уровня, 2 здания, объединенных как бы в одно большое пространство, разные зоны. Людям супер удобно будет, там супер интересно находиться. Ну и проходить он будет с 9:30 утра прям до 8:30 в первый день, и с 9:30 до прям до 0, до 1:30 где-то ночи во второй день. А что будет-то? С автопати. Так красиво рассказал про место. Слушай, будет... и... Будет ништяк. Просто Будет ништяк, пацаны, вообще, брат. Залетай, короче, не пожалеешь. Будет 2 сцены. Это мейнстейдж, сцена, где спикеры больше выступают, ну, скажем так, для публики и для себя. И будет интерактивная сцена, вторая, где больше взаимодействия с людьми, будут мастер-классы, воркшопы, как раз-таки сейчас мы, наверное, поговорим про ИИ и так далее. То есть это будет такая сцена больше, где люди смогут своими руками создавать там промпты, генерировать там изображения. Да, там понимать, что такое вообще блокчейн, что это не только криптовалюта, что такое NFT А и так далее. для кого это? Давай так, сразу целевая. Просто ты сказал, Слушай, я сейчас думаю, ну... Целевая аудитория разная, ну, то есть это... Ну, Это тренды. как Про тренды как же. мы говорим, что мы собираем от
инноваторов, да, и До консерваторов. и лидеров мнений, да, до консерваторов. И одна из задач, на самом деле, это вот моя личная задача, это чуть-чуть как бы стереть оценочное суждение у людей. Когда они где-то что-то услышали и сказали, ну все, я понял, я знаю, все. Ему приходишь, он говорит, да я знаю, что это такое. Начинаешь узнавать, а он вообще не знает. Ну, то есть оценочное суждение, где-то что-то услышал, кто-то ему рассказал, в интернете что-то посмотрел, не на то наткнулся, да, вот это вот эффект как бы первого неправильного столкновения с той или иной информацией. И человек все для себя, по сути дела, он закрыл индустрию, может быть, даже целую, просто потому что он ее неправильно понял. И тут задача просто показать, да, наглядно, что это такое, и донести до людей, что там блокчейн-индустрия — это как бы не про только там трейдить на крипте, да, там, что NFT вообще, что это такое, что искусственный интеллект, как с ним, то есть все знают, все слышат, как бы, да, искусственный интеллект. Вот, допустим, я сейчас вам задам вопрос. А вы пользуетесь хоть одной программой искусственного интеллекта? Я GPT пользуюсь активно. GPT, вот. А генеративными моделями? Midjourney иногда реже сейчас. Вот. А еще какими-то? Слушай, я тестировал много. Я тестировал те, которые рилсы делают, например. Я тестировал, которые типа по промпту приложение создает вообще на телефон. Я периодически захожу, смотрю, что нового есть, открываю, покупаю, даже оплачиваю там месяц-два и пытаюсь там что-то поюзать. Я даже с помощью ChatGPT пишу финансовую криптодраму, сценарий финансовой криптодрамы, на секундочку. Ну, прикольно. А у меня, наверное, больше GPT только осталось, потому что с визуальным контентом, у меня его меньше, то есть у меня больше видео, а с видео то, что я тестил, мне пока... то есть оно в моменте побаловаться, красивое изображение, да, но вот мне еще пока не попалась, вот знаешь, какая-то идеальная модель, которая бы меня устроила. Ты давно не юзал, они там сейчас пиздец как обновились. Да. Я вспомнил, что еще юзал, ты спросил. Я же раньше тоже музыкой занимался, рэпом. Я нашел крутые штуки, где можно отделять прям акапеллу от минуса, и у тебя идеальный минус есть. Где можно разбить на дорожкам барабаны отдельно инструменты, отдельно голос, отдельно это. Я такой, может вернуться уже в написание битов, это стало так кайфово. Сэмплировать вообще сейчас изи. Вот, смысл весь в том, что вы более продвинутая, да, аудитория, но при этом, при всем, я уверен, что если вы придете, то вы просто сами много чего научитесь, потому что будут ребята, которые не просто там пользуются, они создатели этих продуктов, да, они развивают как бы эти модели. Есть ребята там, вот я скажу, там от ботов, которые как раз генерируют изображения, но они как бы уже уходят чуть дальше, то есть они там прям под запрос могут тебе создавать прям очень высокого качества, то есть они, по сути дела, дорабатывают с программистами, с художниками, как бы уже какие-то существующие промпты, и это выглядит, просто космос, вообще по-другому. Вот. До ребят, которые там разворачивают там на свои модели большие, на весь датасет Гарварда. Вот. Но это биотехнология. Вот. То есть очень много ребят, которые... То есть, наверное, мы очень сильно отличаемся тем, что мы в меньшей степени зовем приевшихся спикеров, которых все и так знают, и больше ориентированы на людей, которые создают продукты и умеют доносить это простыми словами, и могут показать, как это работает, чтобы человек пришел и научился. Не послушал, майнинг там, блокчейн, что-то понял, но ничего не понял на самом деле. А вот прям сел, попробовал, научился это делать и понял, как с этим взаимодействовать. То есть ты вышел с форума и научился чему-то, а не только познакомился с людьми, послушал спикеров и так далее. То есть задача научить, сломать оценочное суждение и консервативным людям, в том числе, как бы показать современные технологии, как они могут быть полезны им в их там бизнес-процессах, задачах и так далее. То есть вот. Окей, тогда сразу у меня возникает вопрос, раз мы поговорили про искусственный интеллект, один из трендов, он везде. Как-то он применяется в ивент-индустрии? Вы можете применять его в ивент-индустрии? Слушай, его можно сейчас уже применять, на самом деле, в ивент-индустрии. Просто, честно, у нас руки не дошли, просто потому что все невозможно очень быстро интегрировать. Но у нас уже интегрированы форум ребята, одни из тех как раз продукты, и у нас сейчас будут выходить, наверное, во время выпуска они уже выйдут. Это видео о форуме, созданные при помощи нейронных сетей, но там как бы будет и лайв, и аватары, то есть лайв-съемки, аватары и нейронные сети, как бы, да, то есть это вот мы будем показывать, как можно использовать там это все совместно, делая очень прикольные там ролики. После форума выйдет такой же один из роликов о форуме, как бы уже полностью используя абсолютно разные нейронные сети. И у форума будет, все спикеры форума получат у нас на форуме в едином стиле с одним промптом на память, наверное, больше себе портреты, разные при том.
То есть такая штука, ну, мы внедряем, как успеваем. То есть, по сути дела, этот форум мы развернули меньше, чем за 3 месяца. И я считаю, что то, что мы на нем сделаем и покажем, ну, это космос. Слушай, а вот про аватары, не будет ли в будущем вместо живых спикеров аватары какие-то? Там? Нет, может, графические? Да, ну, смысл весь в том, что, знаешь, тут же все, опять же, мы упираемся в задачу как бы спикера. Вот что точно будет и будет очень скоро, это то, о чем мы говорили вот до этого, ну, до этого подкаста с тобой, да, Ром. Мы говорили о том, что сейчас можно уже быстро как бы абсолютно переводить на любой язык, ну, твое видео, да, там, или голос вот просто идеально, притом либо сохраняя и твою речевую стилистику, да, манеру, как бы, либо там видоизменяя это на более понятный для англичанина или американца, допустим, если это английский язык. Вот для блогера сейчас блогер, он... Или спикер тот же самый. На самом деле почти любой спикер, блогер одно. Но я, честно говоря, это мало разделяю. Это все равно проявление в мир, как бы донесение там каких-то своих знаний и так далее. То есть ты можешь теперь не ограничиваться рынком, языком и вот одной аудиторией. И, конечно, спикер, вот представь, там, он доносит знания до людей, но он сможет доносить их теперь до всех. То есть он выходит на конференцию. Я все хочу сделать с нашими подкастами так уже. Да, слушай, ну вот YouTube уже я мониторил как-то, они всю эту фишку еще, по-моему, они мистеру Битсу дали, что у тебя ролик выходит его, и в зависимости от того, где ты находишься и какой контент смотришь, YouTube же запоминает все эти полностью тебя, и он автоматом тебе ролик, то есть он загрузил его на своем языке, залил туда, а ты уже смотришь с переводом уже, который звучит перевод полностью. Звук или... Звук. То есть все, да, то есть они делают в синхрон, то есть ты уже смотришь Дайте ролик. всем, почему Да, но они его там типа тестят, то есть у него уже есть и на какие-то там Россия, что-то Индия, еще какие-то регионы. Все, то есть это прям кайф. То есть там тебя даже заморачиваться не надо. Ты просто в одну платформу загрузил, и тебе не надо этих лишних телодвижений пользоваться сторонним софтом, чтобы он перевел и загружать в разные эти. Да, ну и теперь мы можем понять, да, вот кратко. То есть ты можешь выступить на русском языке у нас на форуме, а потом бам, и как бы. И мы допустим, решили попробовать, ну, просто вот решили попробовать потестить, опустить это, вот, допустим, записи, там просто бесплатно даже, как бы просто протестить гипотезу и запустить как бы самые крутые там выступления, да, просто затестить допустим, сделать лендинг на английском языке и запустить это там на какой-нибудь Дубай или еще куда-то. И ты будешь переведен идеально как бы на английский язык, и человек все равно поймет, о чем ты говоришь, сохраняя полностью твой, ну, шарм там, да, и умение доносить там именно речевые стилистики и так далее. И ты поймешь, о, блин, а там у меня тоже есть аудитория. Я скажу, смотри, Серег, у тебя там там аудитория еще и интереснее вот это то, что ты говоришь, просто на том языке. И ты такой, все, я пошел туда, там бабки, ну, там лиды. Зачем, допустим, спикеру приходить на форум? Но если форум это делает, если, опять же, организаторы, им не пофигу, они ищут как бы решения, которые помогают в том числе и спикерам, да, то есть ты входишь, ты эмпатичен, то получается так, что ты решаешь задачи, как бы, многие людей. Короче, надо срочно поставить нам в Асану рабочую задачу, что мы выходим на новые рынки, пора, будем тестить. Не, я правда это хочу, я даже не шутка. Не, я тоже. Перевести наши рилсы, шорты, перевести наши подкасты. Причем липсинг с интонацией. Конечно, так у вас рынки офигенные, у вас вся Африка, Индия, прикинь, там вообще люди, ну, у них контента-то вообще мало. Ну, реально классного. А вот представь, что у вас столько выпусков, ну, офигенных, правда, я смотрел много. Классные гости, да, ну, вы, там, допустим, они не на английском языке, ну и что, все, теперь они не на английском языке. И все, и вы расширили себе аудиторию сразу же, там, в несколько, сотен раз. Это знаешь, по закону подлости, как только мы все это переведем и начнем загружать, ютубчик скажет, держите все новые функции, и мы такие, да, блядь. Они все равно будут им пользоваться. Это, даже если мы сейчас начнем, это у нас будет уже преимущество большое. Да. Потому что, мне кажется, 1 год раньше, это, сейчас это будет десятки лет разницы. Конечно, да, так и есть. Поэтому тут вопрос весь в том, что нельзя от этого, глупо как бы отрицать, глупо отворачиваться и глупо держать нейтралитет. Нужно идти в изучение, потому что и это только открытая позиция твоя, да, все время обучаться. Это то, что отличает многих именно гениев и действительно классных бизнесменов, то, что они никогда не теряют это умение, да, дальше обучаться и, быть открытым и новым. Потому что ты вообще не представляешь, что тебя ожидает, если ты интегрируешь те или иные вещи в свои процессы бизнеса. То есть, может быть, у тебя вообще даже бизнес поменяется. У нас будет человек выступать, мы с ним созвонились, и я, честно говоря, офигел. Он говорит, вот смотри, люди, я, говорит, общаюсь, и то, о чем я людям говорю, они думают, да не, это лет через 5 только будет. В общем, он с помощью 5 разных ботов, типа по сути дела, нейросетей, он себе выстроил все так, что его бизнес
работает полностью без него. У него все, по сути дела, на скриптах. Обзвон идет автоматически. Роботом. Да, но не таким, как бы, а реально, как бы, ну, он запарился. Идет сбор лидов, отрабатываются возражения, все делается без него, и он просто лиды собирает и деньги. Все. Вот он говорит, я выстроил так, я об этом расскажу. Это и будет кейс, как бы, он расскажет об этом кейсе. Ну, как он это сделал, и что это Правда, уже всего сейчас 15 минут он будет рассказывать. Это обидно, между прочим. Слушай, так, ну, вот самое смешное, что он сказал, что мне хватит 15 минут. В конце просто будет, знаешь, QR-код, записывайтесь на мое наставничество. Ну, на самом деле, тут вопрос весь, опять же, в том, что если ты открыт, тебе это интересно, возможно, что, послушав этого человека... Я к нему бы записался, если он крутую вещь рассказал, да, конечно. то, соответственно, возможно, что многие вещи, которые ты сейчас просто игнорируешь или не знаешь, они уже существуют, и ты можешь как бы за там неделю, там 2 недели там проработки ты уже решишь там себе кучу задач, да, и сэкономишь огромное количество просто времени. Вот, классно мы подошли, на самом деле, к теме, зачем нужны конференции, потому что у меня, ну, есть свой критерий, зачем туда ходить как слушателю, зачем туда ходить как спикеру и так далее, а вот давай со стороны слушателя. Мне кажется, что для многих людей это может реально быть вход в нишу, вход в тренды, вход во что-то новое, чтобы он такой посмотрел это все, вычислил для себя интересную тему, а дальше пошел углубляться, разбираться, гуглить, ютубить и так далее. Какие еще ты можешь выделить вещи, зачем людям сейчас надо ходить на конференции, вот в качестве просто зрителя, участника и так далее? Слушай, в первую очередь именно для этого, ну, потому что... Даже не знакомство, даже не партнерство? Ну, я считаю, что в первую очередь уже в современном мире, если мы говорим о кросс-индустриальных конференциях, вот именно для этого, потому что ты сидишь в своей inside the box, да, в коробочке, ну, как бы, и тебе прилетает, ну, ты уже плюс-минус, как бы, ты выбрал себе телеграм-канал, какие-то, да, там какие-то СМИ, которые ты читаешь, каких-то друзей, с которыми ты, да, общаешься, партнеров, но это и твоя коробка, и в мире еще очень много коробок, да, других реальностей, и навряд ли ты как бы из нее выйдешь, если ты не выйдешь из своей зоны комфорта. Вот как бы такого рода форумы, мне кажется, что они как раз выводят тебя из зоны комфорта и открывают тебе не просто, знаешь, какую-то банальную информацию или, опять же, ложную информацию, что самое важное, а ты сразу попадаешь на классную, статистически подтвержденную кейсами и так далее инфу, и видишь этих людей, с кем ты можешь провзаимодействовать, да, точно, ты уже знаешь этих людей, подойти к нему, пообщаться, да, и вот тут у вас может быть новый бизнес, потому что он уже на стыках, да, на стыках индустрии, на стыках ниш, как бы. То есть, соответственно, ты очень быстро, там, за 1-2 дня ты себе расширяешь очень сильно кругозор и находишь ровно тех людей, уже рукопожатно даже с ними, да, с кем ты можешь дальше взаимодействовать, ну, и вводить новый круг общения, там, новые бизнесы в свою какую-то собственную там инфраструктуру. У меня тут в продолжение твоего вопроса. А как тогда эти конфы выделить? Ты вот сейчас правильную мысль сказал про качество конфы, но ты заходишь на ленды, на лендах, да, там всегда у спикеров вот 500 регалий, типа все хорошие ребята, и всех однозначно стоит слушать. По каким критериям тогда? Потому что, с одной стороны, все устали ходить на условно а-ля Тони Робинсон, да, то есть когда, ну, одни и те же, они, да, крутые, они топовые, люди про это знают, и все к ним ходят, и там ничего нового, как бы, по сути, уже и не происходит туда, просто идут, потому что звезда. И есть маленькие, где как бы никого не знает, и ты не знаешь, а будет ли там кто-то крутой, что это действительно стоит твоего времени и тех денег, которые ты потратил, чтобы прийти? Сравню для вас. Вот венчурный рынок — это когда ты не покупаешь акции Apple, да, а ищешь тех самых ребят с какими-то новыми прорывными продуктами, то есть ты открыт, ты ищешь, да, ты не знаешь, что там у них будет, но ты все время впускаешь. Подлец, какое сравнение привел. Да, плохо, да? Да, все время впускаешь... Парируйте. Да, все время впускаешь в свой, как бы, ну, круг, да, в свою жизнь что-то новое. И, по сути дела, когда ты идешь там на Тони Робинса, если ты там не был, возможно, ты даже что-то там новое, ну, для себя, скорее всего, даже узнаешь. Но когда ты приходишь на конфу, где там, как нам кто-то написал, я очень смеялся, кто все эти люди, кто все эти спикеры, я ничего не понимаю, я почти никого из них не видел, я не пойду. Я говорю, так не иди, ну, тебя никто не заставляет, ну, ты их не видел, ты их не знаешь. В смысле не иди, я пойду, что ты меня запрещаешь? Ты их не увидишь, ты их и не узнаешь, как бы, а на самом деле это люди, ну, в половине, наверное, своем, это которые реально взаимодействуют сейчас с технологиями, создают свои продукты, о некоторых продуктах они еще не говорили, да, там, ну, в пространство, но они их делают. И если тебе не безразлично, то есть ты ищешь талант, ты ищешь новые знания, и, конечно, эти новые знания, как бы, как правило, у нового поколения, у тех, кого еще не видели. Давай я упрощу, отвечу проще на твой вопрос. Не как перебором.
Ну да, ты перебираешь, ты можешь, как бы, в принципе, об этих людях почитать, но все равно то, что ты о них почитаешь в интернете, может абсолютно кардинально разниться с теми знаниями и с тем, кто они на самом деле, чем они сейчас занимаются, да, то есть у тебя будет неправильное впечатление. Я говорю, я постоянно сам работаю над тем, чтобы убрать оценочные суждения. Вот мне кто-нибудь пишет, как организатору, я хочу выступить, да, я такой, у нас уже, и так... 5000 баксов. У нас и так уже перебор, и я не понимаю, кто. Я говорю, давай созвонимся, да. Мы созваниваемся 15 минут, как бы, и я понимаю, что это за человек, чем он мыслит, что он хочет, и я понимаю, что, он очень круто впишется, он очень крутой. Но этого нет у него ни в описании в социальных сетях, у него там 2 фотки, и то голимые, знаешь, и ты первое, как ты воспринимаешь, бро, у тебя 21 век, там фотку поставь, описание можешь делать. А человеку не до этого, он реально делает дела, он продукты делает, ему вообще не до этого. А у него реально крутые вещи, у него крутой мозг, классные продукты. Слушай, это знаешь к тому, что вот когда я только погружался в венчур, общался с разными крутыми венчурными инвесторами, и там был спор всегда. Вот основатель стартапа, он что должен делать? Если чувак ходит постоянно на конфы, пиарит свой продукт, он стартапом не занимается ни хрена, он спикерством занимается, личным брендом своим занимается. И для некоторых, не всех, для некоторых инвесторов это красный флаг, что он постоянно в каких тусовках, постоянно куда-то ходит, и, скорее всего, он не деятель. Вот, да, условно. так и есть. А для других наоборот, потому что он молодец, он постоянно пиарится, и его еще компания может привлекает. выйти в топ за счет того, что у него узнаваемость бренда компании хорошая. Вот хрен его знает. Это так же, как как ты мне ответил про конференцию, опытным путем. Нет, смотри, какая цель, наверное. Если у человека, фаундера стартапа, цель именно пиарить, он не занимается продуктом, есть продуктолог, отлично, все классно, он делает свою цель. Но если это и тот, у него нельзя всем заниматься. Нельзя. Нет, конечно. Но, возможно, тебе в какой-то период времени, самый успешный, там есть статистика, да, определенная. И, по сути дела, самые успешные, вообще успешные компании создают люди, которые старше 35 лет в большинстве своем. Даже за 50 это. Да, и получается так, что у тебя в любом случае ты должен пройти там очень много, да, тернистый этот путь, когда закончатся эти тернии, как ты сказал. Но так и есть. То есть это человек, который не сдается, да, то есть, по сути дела, что вообще выявляет, как по мне, да, человека как профессионала? Это тот, кто упал и не сдался. То есть очень классно, когда у тебя успешно, у тебя получается, и ты там ходишь, расскажешь там вообще вам, я знаю, как надо. Да, это не повторить, как правило, у каждого человека свой путь. Нет такого, я знаю, как надо. А вот если ты падал, вставал, там, не подводил, там, да, там, не знаю, снова находил какие-то варианты, отдавал там деньги, вот это показатель того, что тебя драйвит, ты никогда не остановишься. То есть ты есть фаундер, ты постоянно находишься, ты несгибаемый, да, то есть у тебя нет эти проблемы, ничего тебя не убивает. И, соответственно, конечно, ты, наверное, уже очень много обучился, ты знаешь разные бизнес-модели, ты понимаешь, можешь плюс-минус понять, что не работает, и ты, возможно, даже умеешь нанимать уже теперь правильно команду и распределять обязанности, потому что обязанности ты понимаешь, какие, да, то есть они просто почитал в интернете, что должен делать пиар, что должен делать маркетолог и как им выставлять KPI. Удачи такому, да, фаундеру. Мне сегодня весь день хочется цитировать Оксимирона. «Выживай сильнейший, но побеждает неваляшка». Да. Мне кажется, скоро на сайте, в командах будет написано «Основатель», ChatGPT, Midjourney, Dali и так далее. Это будет очень смешно. Это реально, да, это смешно. Но на самом деле вот фаундер, мне кажется, отличает вот только это. И только на пути можно это понять. То есть очень маленький, конечно, очень большой риск входить в каких-то прям молодых ребят, но с другой стороны, сейчас есть и суперумы, в которые понимают. Познакомился года 3 назад, наверное, с пацаном, было почти 15 лет. Почти 15 лет, у него уже было 3 проекта, он уже делал. Вот, он даже на какой-то привлекал деньги, какой-то они разработали, кому-то даже умудрились уже продать. Не Руслан? Нет. Был у нас один такой. Мы с ним сделали, попробовали сделать, я первый раз в жизни питчил перед венчурными инвесторами его проект, по AR-навигации в аэропортах. Я реально понимаю, что за этим, есть будущее, но, увы, ах, А инвесторы — это взрослые дядьки, которые не всегда все понимают. А инвесторы — это взрослые дядьки, да, при том, что рынок там, мы-то осмотрели, изучали, что, по сути дела, рынок AR был вторым, по-моему, вообще из самых растущих рынков в мире, просто по кагру, да, год к году. И, ты питчишь проект, который реально потенциально может стать, пусть не единорогом, но он точно будет прибыльный, исходя из роста рынка, и ты понимаешь, что таких проектов, есть уже один аэропорт был там от Ярин, но от Ярин во все. Это недорого, да, и при этом ты уже можешь работать, то есть ты можешь туда интегрировать и игры, ты можешь туда интегрировать
интегрировать бонусные системы, то есть в дополнительно... Ну, ты прикинь, люди в аэропорту, вот у них какая беда? Когда это незнакомый... Где этот гребаный гейт? Да, допустим, когда твой незнакомый аэропорт, все, у тебя как бы, когда выехать, там, что сделать, то есть мы делали там такой проект, который тебе рассчитывает, грубо говоря, прямо от дома до гейта, с учетом того, что происходит в аэропорту и что происходит как бы на дорогах города. Все. То же самое можно в торговых центрах делать. Да, везде вообще. Ну, то есть, опять же, применение технологий. И там пичешь этим инвесторам, они тебя слушают, да, прикольный проект, классно, но как бы денег мы на это не дадим. Ну, то есть, при том, что мы могли развернуть это как бы здесь, в принципе, были связи, можно было это попробовать, допустим, развернуть в Шереметьево просто по связям и в Питере, да, в аэропорту. И это стоило там типа 2 миллиона MVP. Ну, просто развернуть, посмотреть, как бы будут этим пользоваться. Нет, ну, нет денег, ну, понимаешь, как бы... Но вы держитесь. Да, и тут вы держитесь, да. Ну, то есть, и этот пацан, как бы, он уже, тот проект у нас не получилось там найти на него денег, как бы он пошел дальше, и сейчас он делает уже проект с крупным инвестором, то есть в него зашли, и он как бы делает как раз по ИИшке. Ему 16 лет, только что исполнилось. Слушай, на самом деле, очень ты вкусно рассказываешь о форуме, действительно, и если бы я не был спикером, я бы даже пошел. А так я и так там буду, соответственно. А вы, ребята, например... А я пойду. Но ты можешь купить еще и NFT-шку, и тогда ты познаешь вообще все блага. Аки подлец. Я, может, еще выиграю. Точно, я забыл. Но, ребята, у вас теперь соревнуйтесь. Конкуренция, да. Используйте чат GPT, но мой чат GPT платный. Короче, ребята, 15-16 ноября в Москве, где еще раз? Это 2 лофтовых здания. Просто ищите. Ну, на сайте потом, я думаю, что Нет, давай мы проще сделаем, ребят. 15-16 все в описании, там ссылка, заходите, потому что там вы получите всю информацию и по спикерам, и по времени, и где будет проходить, что вы узнаете, какие там будут стенды, выставки, что вы там сделаете ручками. Все там. Я думаю, что вы услышали, как минимум увидели подход Артура к созданию, к организации конференции, к подходу к гостям, поэтому однозначно, вам остается прийти и проверить, что они там реализовали в итоге, как они да, реализовали. Теперь сравнить картинку на экране и реальность, да, которая и надо будет как бы обязательно упомянуть Эдгара Григоряна, это сооснователь этого форума, который тоже внес огромную просто лепту, и при помощи Эда мы привозим еще и 3 иностранцев сюда, то есть 3 западных спикера из Эмиратов, из Индии и из Сербии. Это люди, которые очень прикольные. Один классный очень предприниматель в крипте, другой очень известный блогер в крипте, а третий — это человек, который 10 лет уже в блокчейн-разработке, и с ним советуется очень много-много компаний. Круто. Ребят, приходите, ждем вас. Я там буду выступать, Рома там будет смотреть. Со мной можно будет просто ходить общаться. Со мной тоже. Я 15 минут, ты же свободен. Я буду еще возмущаться. Рома там в Яре будет. Монетки. Я буду монетки все собирать, ходить, развлекаться. Да, и спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С возвращением нас. Я наконец-таки рад, что мы вернулись. Да. Артур, спасибо, что пришел. Вам спасибо. Все, до новых встреч. Знаете, что делать. Ну и в Нельзяграме можете нас отмечать, делать сторики с нами. Вдруг вы какие-то инсайты поймали. Можете в Нельзяграме, кстати, отмечать Артура. Ты сказал, меня там нет. Тебя нет в Нельзяграме? Да, удалил. Тогда нас отмечайте в Нельзяграме, почитайте, вдруг вы какие-то инсайты поймали о подкасте. Ромка Нельзя-блогер. Нельзя-блогер, да. Все, форум можете отмечать. Да, форум можете отмечать. Все, всем спасибо, всем пока, до новых выпусков, эпизодов. Все, как там, все, пока.